Здравствуйте, дорогие участники конференции AIDS 2020. Рада вас приветствовать. И прежде чем начать нашу конференцию, мы хотели бы сказать об некоторых организационных моментах. Пожалуйста, выберите канал для выбранного вами языка, выбрав интерпретация, а затем язык, чтобы слышать только переводчика. Перевод будет на нескольких языках: на английском, французском, русском, португальском и испанском. Конференция HIV 2020 онлайн предлагает участникам безопасное и нейтральное пространство для обмена знаниями, опытом, навыками и мнением в обстановке взаимного уважения. HIV 2020 онлайн следует принципу нулевой терпимости к любому виду издевательств, претензий, оскорблений, оскорбительных заявлений, агрессивного выражения мнений или любому другому нежелательному поведению. Данная политика распространяется на конференции в Zoom и общение в социальных сетях. HIV 2020 будет транслироваться на Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, которые могут вызвать негативные эмоции и участников дискуссий, докладчиков, переводчиков или слушателей. Участники конференции, совершающие подобные действия, будут немедленно удалены без предварительного предупреждения. Дорогие участники, трансляция будет записываться, поэтому просим вас не называть, в целях конфиденциальности, не называть организаторов по имени, для того, чтобы не идентифицировать человека. Мы можем начинать нашу конференцию. Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Шахназ. Ко мне можно обращаться на «она». И я немного расскажу о том, как мы пришли к тому, чтобы сделать такой спектакль. Очень много уже лет назад, кажется, вроде было все вчера, но оказывается уже очень давно, была выпущена замечательное руководство, которое называется «Свит». Сделали его специально для секс-работников, с участием секс-работников. И было это руководство только на английском языке. Нам очень хотелось, и мы не терпели, чтобы узнать, что же там внутри. Мы начали переводить его потихонечку на русский язык самостоятельно и решили, что не только мы должны знать о такой прекрасной книге, как «Свит», но и другие люди тоже. И как раз была одна из конференций в Москве, тоже AIDS-конференция, и мы сделали там небольшую сессию. На сессии мы поняли, что тема эта очень интересна. Вернувшись домой, естественно, мы начали ее развивать и уже показывать
эту книжку всем заинтересованным лицам в нашей стране. Мы собирали международные организации, неправительственные организации, само сообщество и презентовали данную книгу «Свит». Во время презентации мы поняли, что когда уже даже появился перевод на русский язык, необходимо эту книжку переводить с русского еще на более простой русский язык, для того, чтобы не только международное сообщество понимало ее, но и мы могли донести ее содержимое до сообщества секс-работников. Этот процесс занял очень длительное время, только одну главу мы переводили почти целый год. Делали все слова и терминологии настолько простыми, чтобы любой секс-работник, услышав, понимал, о чем же идет речь, для чего же все-таки нужна эта книга и что содержится в ее 6 разделах. Процесс был очень длительный, и, конечно, такие процессы обычно бывают скучными. Мы долго думали о том, что же нам все-таки придумать для того, чтобы свит был более интересным, более веселым и воспринимался довольно-таки легко. Приняли решение, что сейчас мы возьмем и сделаем какую-нибудь красивую, веселую сценку. Написали сценарий небольшой, взяв один из разделов. Как раз первый раздел, который мы тогда, по которому мы пытались поставить сценарий, касался медицинской поддержки. Написали сценарий, разделили роли между сотрудниками нашей организации, начали как бы сами репетировали и поняли, что нам все-таки нужно что-то вроде реквизита, который бы еще и показал эту книжку, помимо того, что мы можем рассказать. Денег у нас на это не было, и мы нашли один единственный выход: сделать одни большие такие круги, которые одевались как рекламные щиты на человека с двух сторон. Один из таких щитов был прямоугольным, как обложка книги, остальные были, это 6 разделов свит. Они были круглыми, неудобными, картонными, и когда мы первый раз представляли наш сценарий на одной из наших акций на 17 декабря, на Международный день прав секс-работников, на Международный день против насилия над секс-работниками, мы и все, кто присутствовал, кто пришел к нам на мероприятие, довольно-таки долго смеялись, а как неуклюже наши сотрудники выходили в этих кругах, в этих щитах, так сказать, и представляли сценку. Но сценка получилась довольно-таки интересная, всем она очень понравилась, и мы решили не останавливаться на этом. Далее мы начали делать уже сценки по другим разделам. И один из разделов как раз-таки касался прав человека. Нам удалось показать эту сценку еще 2 раза, опять в тех же неуклюжих костюмах, в которых мы были. Мы ее показали на 2 июня. И мы еще раз в прошлом году показывали ее также на 17 декабря. Тема, которая обсуждалась, это была тема насилия над секс-работниками. В прошлом году мы поняли, что нам самим одним тяжело справиться с этой ситуацией и сделать более интересное, и мы решили, что нужно вовлекать больше активистов. Тогда мы пригласили одну из партнерских организаций, которая работает также с транссекс-работниками, и совместно сделали еще один сценарий, который мы показали всем участникам. Мы хотели из этого сценария сделать красивое видео,
Но опять же нас остановило то, что сценарий недоработан. Некоторые вещи не получаются, мы не актеры, и мы не понимаем, как это сделать правильно. И решили, что нам нужно заняться актерским мастерством, о котором вам сейчас расскажет Артур. Я рад всех приветствовать. Меня зовут Артур, местоимение «Он». Спасибо, Шахназ, за прекрасный рассказ. Я сейчас продолжу. И самый первый показ театральной постановки «Асвит» у нас состоялся 3 марта этого года. И на этот показ были приглашены все партнерские организации, донорские организации. Также мы пригласили секс-работников. И как раз этот день совпал, 3 марта, это Международный день защиты прав секс-работников. И в этот же день, день рождения организации ТАИС+, и была юбилейная дата 20 лет. И как раз на этом мероприятии и состоялся первый показ. И зрители просто были в таком легком шоке, потому что многие были удивлены приятно, потому что как бы сотрудники организации в роли актеров и так прекрасно преподнесли эту театральную постановку. Естественно, мы поблагодарили нашу прекрасную режиссерку Ольгу Щетинину с театра «Место Д». Как раз-таки благодаря нашему режиссеру, благодаря ее наставлениям, ее обучению мы смогли добиться такого результата. И после этой постановки, первого показа, у нас продолжились репетиции. Они были долгими, потому что процесс, итоговый процесс именно результата того видео, которое мы скоро вам предоставим для показа, он действительно требовал от нас хороших результатов отдачи. Именно почему? Потому что актерское мастерство, нам казалось, вот репетиции для нас в самом начале, когда мы начали ходить на курсы, нам казалось, ой, зачем нам это нужно, там какие-то звуки мы издавали, ставили речь, работали над артикуляцией речи, над интонацией и так далее. То есть вначале нам казалось, что ну, как бы это совсем не нужно нам. То есть мы просто там можем поставить сценку, там, озвучить наши тексты и так далее. Но потом мы все с командой втянулись, и нам стало очень интересно, потому что сам процесс, он действительно втягивает, и когда ты именно в этом процессе, ты понимаешь, что действительно от твоего участия зависит в целом, да, как будет вообще поставлена эта постановка. И плюс хотелось бы отметить, что для нас, для команды ТС+, именно это один из уникальных опытов, потому что те навыки, которые мы приобрели во время курсов актерского мастерства, они могут пригодиться и пригождаются у нас в повседневной жизни, а также в нашей работе и так далее. И мы как раз хотели бы сейчас вашему вниманию предоставить показ ролика театральной постановки «Асвит». Приятного просмотра.
Если хотите жить и работать здесь, вы должны нам отмечаться. Каждая по 1000 сомов каждую неделю. Понятно? Понятно. Девочки, давайте дружить. Мы будем вас крышевать только при одном условии. С каждой девочки неделю по 1000 сомов. С каждой девочки? Да, с каждой девочки все так работают. Вот с тебя 5, с тебя 5. А там есть еще кто? Нет, больше никого нету. Недороговато ли, работы нету? Перестаньте, все так работают. Мы даем вам неделю, через неделю мы вам позвоним. Хорошо, мы подумаем. Подумайте, куда ж вы от нас денег? Что мне делать? Куда мне идти? Кому мне обратиться? Хочешь стать сильным? Хочешь избавиться от поборов милиции и от насилия клиентов? Хочешь, чтобы рядом были люди, которым можно все рассказать, ничего не скрывая? Хочешь иметь под рукой качественные презервативы и любриканты? Хочешь ходить к хорошим врачам, которые будут относиться к тебе с уважением? Хочешь, чтобы секс-работники объединились и действовали вместе? Значит, если я сама себе не помогу, никто мне не поможет? Да, это были правильные слова, которые помогут открыть любую дверь. Я розовая книга. Коротко, меня зовут Свит, а полное мое название – это реализация комплексных программ по профилактике ВИЧ и ПП с секс-работниками. В 2012 году собрались секс-работники и организации, которые работают с секс-работниками, медицинские специалисты и государственные должностные лица. И в результате появилась я. Во мне есть 6 разделов, которые друг без друга существовать не могут. В них рассказывается о барьерах и как преодолеть их. Я основа всей книги. Я работаю вместе с секс-работниками. Объединяю всех секс-работников ради общей цели.
Я помогаю решать потребности сообщества через анкетирование, интервью и фокус-группы. Я работаю по принципу «ничего для нас без нас». В моем разделе рассказывается о различных видах насилия, с которыми сталкиваются секс-работники. Описываются места и условия, в которых происходит насилие. А также социальные и правовые нарушения делают секс-работников уязвимыми к насилию. В моем разделе есть 3 вида услуг. Первое – аутрич работа под руководством сообщества. Второе – безопасные места, дропин-центры. Также третье – комитеты и консультативные группы сообщества. Я обеспечиваю презервативами и любрикантами. Это программа по профилактике ВИЧ и ИПП. Мои основы – это аутрич-выходы с целью продвижения и распространения качественных презервативов и любрикантов. Я раздел по оказанию медицинской помощи и поддержки. Я работаю по принципу: секс-работники имеют право принимать решения о своем собственном лечении. Медицинские работники должны объяснить все процедуры и уважать выбор секс-работников. В моем разделе есть конфиденциальность, качественные медицинские услуги, доступность медицинских услуг для секс-работников в удобное время и в удобном месте. Мои услуги качественные и доступные. Я развиваю тесное партнерское отношение между правительством, донорами и другими НПО. Мобильность и миграция, свобода перемещения – это передвижение из страны в страну, из города в город. Я привлекаю секс-работников на обучение для развития лидерских качеств. Что же нам делать? Ведь нас никто за людей не считает. Хоть за секс-работы нету статей, милиция нас все равно грузит. А даже если клиент побьет, куда нам идти обращаться? В милиции только смеются и говорят: сами виноваты, знали, куда шли. Мы не волшебники. Сами мы менять ничего не можем. Мы работаем только тогда, Когда секс-работники сами готовы менять ситуацию. Под лежачий камень вода не течет. А что же нам делать? Давайте разработаем план. Нам нужно действовать. Защитим себя и свои права. Девочки, ну что, деньги приготовили? Да, приготовили. Давайте быстрее, мы Скидку не сделаете, работы нету. Какая скидка? Там нам еще делиться надо. Стоять! вы задержаны. Стоять. Что за... Тихо. А что? Тихо. Служба собственной безопасности. Так, господа, карманы. Вот. Руки, он уже в руки взял, давай. Давай, Вижу, быстрее. вижу. С поличными взяли. Мы же в долг взяли у них. Да, них нас не касается, сейчас узнаем. Знаем, такие долги у вас. Это постанова. Нет, стоп. Деньги, которые вам были переданы, они были меченными. Вы задержаны за вымогательством. Что за Поделение. беспредел? Нет, давай, вперед, вперед. Вы можете помочь и другим, рассказав о своем опыте, чтобы больше секс-работников знали, что ситуацию можно изменить. Вместе мы сила, преодолеем насилие.
Женщина, вы с какой организации сказали? Организация ТС+. Женщина, вы что, совсем что ли вообще? Вы головой думаете, что говорите? Какие секс-работники? Какие презервативы? Тут у меня сахарные диабетики ждут. Дети, старики ждут. Ну, я бы хотела сказать, что я пришла не одна, а со мной Еще что ли пришла есть кто-то? книжка «Свет», в которой прописано, как мы будем вместе работать. Там есть у нас рекомендации именно для нас. Книжка «Свет», заходи. Я вторая глава в нашей розовой книжке, которая... Мой раздел называется «Это преодоление насилия в отношении секс-работников». В моей главе описаны случаи правонарушений, как с ними бороться, как нужно работать. Ой. Да. И я, как один из разделов «Свет», рекомендую Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел работать по этой книге именно в борьбе с насилием секс-работниц. Допустим, вы оплачиваете, кто-то оплачивает кредиты, кто-то там в больнице, допустим, коллега заболела, вы ей помогаете, да, секс-работнице. То есть вот эти вещи, каждый день, который происходит в нашей жизни, мы это делаем на самом деле сами, самостоятельно. Проблемы с милицией, требуют денег, некогда пойти к врачу. Звоните, заходите, поможем. Хочешь стать сильной? Хочешь избавиться от поборов милиции и насилия клиентов? Хочешь, чтобы рядом были люди, с которыми возможно поговорить о всех своих проблемах? Хочешь, чтобы всегда под рукой были хорошие презервативы и лубриканты? Хочешь ходить к нормальным врачам, которые будут относиться с уважением? Хочешь, чтобы секс-работники смогли объединиться и действовать вместе? Должны сами себе помочь в этом. Да, и это были волшебные слова. Должна быть история в каждой позе. Карина, заранее знаешь, что идешь забирать деньги, а ты их найди. Я книга или двери? Зачем ты надела вторую перчатку, если ты все равно одной рукой деньги собираешь? Одной рукой с этой стороны, второй с этой стороны. Ну, да. Все, съемка идет, стоим. Ага, все. Все. Кадр снят. Ну вот мы показали вам ту сценку, которую мы сделали, и как мы ее раньше делали, как мы к этому шли. Это то, что получилось у нас благодаря театру «Место Д», режиссеру нашему Ольче Щетининой и оператору, который это снимал, Оскар Турдугулов. Мы им очень благодарны за то, что они сделали нам такую замечательную постановку и замечательное видео. У нас был вопрос, сейчас я его прочитаю. Нас спросили, вы можете сказать нам, какое влияние эта работа оказала на изменение общества? К сожалению,
мы еще не показывали эту постановку всей общественности. Мы сейчас готовим версию видеоролика, которая будет с закрытыми лицами, так как мы не хотим идентифицировать людей и чтобы обеспечить их безопасность. Основная наша цель все-таки была это привлечение внимания государственных международных организаций и активистов, и само сообщество секс-работников. Ну, если есть сейчас еще вопросы дополнительные, то мы готовы на них ответить. Если нет вопросов, тогда мы перейдем к следующей нашей теме. Это возможности использования данной формы в продвижении СВИД в широком кругу секс-работников. Прошу прощения, вот появился еще один вопрос. Сейчас мы его переведем, и мы продолжим нашу сессию. Как раз таки, значит, вопрос звучит следующим образом. Каково влияние на сообщество этой работы? Как раз таки, наверное, сейчас мои коллеги вам расскажут, как мы на 14 сентября, на День гордости секс-работников, показывали это видео сообществу, и что говорили сами секс-работники относительно этого видео. Я передаю слово Аиде. Аида. Здравствуйте. Я Аида, местоимение «она». Мы решили, что будет хорошо, если покажем наше видео с нашим театром, сообществу секс-работников. Такая вот ближайшая возможность, это была как раз акция, посвященная значимой дате для секс-работников. Это 14 сентября, Международный день гордости секс-работников. И видео секс-работники смотрели с большим интересом. А когда началась сценка, где про милицию, стали смотреть с замиранием сердца. После показа мы попросили поделиться с впечатлениями и рассказать, что они увидели. Были разные мнения. Вот. Некоторые сказали, что они уже знают, что есть такая книга, и раньше они видели ее во время встреч с нами на наших акциях. Для некоторых это было новым, и они сказали, что не видели и не слышали про такую книгу «СВИД». Сценка, где про милицию, оказалась для всех секс-работников более чувствительной, так как она была взята из реальной жизни секс-работников, в которой мы сталкиваемся, живем каждый день с этим и сталкиваемся с подобной ситуацией постоянно. Были те, кто сказал, я тоже готова также защищать свои права и отстаивать их. И кто-то сказал, что побоится это делать, так как есть страх перед сотрудниками милиции, которую они могут потом мстить и не дадут работать.
тем не менее, было обсуждение о том, что будет хорошо всем объединиться для того, чтобы отстаивать свои права и остановить незаконные поборы. Также были предложения по смене реквизита, чтобы у каждого героя была своя форма. Например, если сотрудники милиции хотя бы надели фуражку, и тогда будет более понятно, кто какую роль играет. Также сейчас дальше расскажет Светлана. Всем здравствуйте, меня зовут Светлана, я работаю в ТАИС+. Сейчас я вам продолжу. Так же, как большинство секс-работников хотели вместе с нами принимать участие в обучении актерскому мастерству и вовлекаться не только в постановку сценария, но и участвовать в нем как актеры. Секс-работники сказали, что подобные показы для них более доступны и понятны, чем напечатанный текст, который не все читают, а смотрят видео интереснее. Очень понравилось всем, что именно сотрудники нашей организации сыграли роли как актеры. Также после показа появляется возможность обсудить со всеми участниками, что мы можем сделать вместе, как мы можем отстаивать свои права, что нам для этого необходимо. В будущем мы хотим найти финансирование для того, чтобы продолжить снимать ролики по всем разделам СВИТ. Ну, в общем-то, вы видите уже то, что во время показа и после показа идет обсуждение с сообществом секс-работников о том, что мы можем сделать вместе. И я думаю, вот это как раз-таки ответ на вопрос, который был задан, что после показа мы можем предложить различные варианты, что могут делать секс-работники самостоятельно, да, что мы можем сделать вместе, что из этих разделов конкретно нас касается сейчас, на данный момент, больше всего, из чего мы начнем. Артур, я передаю тебе слово. Спасибо, коллеги. Сейчас я хотел бы поделиться нашим опытом. В плане, вот, мы были с нашими коллегами, две команды в сентябре этого года на мониторинге силами сообщества. Одна команда была на юге, вторая в городе Талас. На юге это город Ош и Джалабад. Мы были в организациях с мониторингом силами сообщества, в организациях, которые непосредственно работают с секс-работниками. И этот опыт мониторинга силами сообщества у нас продолжается с 2016 года. То есть мы были в этом году не первый раз. И как раз-таки во время нашего визита мы с нашими коллегами поделились данным видео. То есть как раз они тоже первый раз увидели данное видео. То есть показ ролика «Живая книга СВИТ» мы показывали в Таласе, городе Ош и Джалабаде. И наши коллеги сильно приятно были удивлены, потому что данное видео как раз-таки, как мы уже недавно говорили, отражает всю полноту и само руководство, и на понятном языке дает расшифровку каждого раздела. И, конечно же, так же, как и мои коллеги поделились впечатлениями от наших секс-работников, которые предложили в будущем, если будут снимать подобного формата ролика, чтобы все актеры были в форме, да, то есть там, как вы видели в нашей постановке, мы были
в одинаковой форме, где были распечатаны названия разделов со спины каждого участника этого ролика. Также и от наших коллег с юга и с города Талас поступили предложения, чтобы мы в следующий раз учли именно, когда будут такие ролики, чтобы мы все-таки были в соответствующей форме каждый персонаж. И, конечно же, были отзывы положительного формата в плане того, что данный ролик дает нам возможность также применять его в нашей работе, в различных мероприятиях, показывать партнерским организациям, показывать, возможно, организациям государственным. Также это самый мощный, один из мощных инструментов привлечения активистов с сообщества секс-работников. И также этот видеоролик они с удовольствием будут показывать на всех мероприятиях, приуроченных к значимым датам. Конечно же, мы в свою очередь поделились коротко опытом, как вообще возрождался, как родился данный видеоролик, какие были успехи, трудности и так далее. То есть, чтобы наши коллеги тоже имели представление вообще, как родился этот ролик. И мы об этом обязательно на данном визите поделились и рассказали. Пока мы не поделились с коллегами роликом, потому что, как до этого говорила Шахназ, что мы должны там некоторые лица там замазать, потому что все-таки мы должны учесть безопасность всех тех людей, которые принимали участие в этом ролике. Ну и, собственно, если коротко, вот такие отзывы положительные, такие предложения были именно вот во время мониторингового визита силами сообщества, где мы поделились данным роликом с нашими коллегами, которые работают с секс-работниками. Спасибо. Спасибо, Артур. Хотелось бы еще раз напомнить всем участникам о конфиденциальности. Просим всех не обращаться и не идентифицировать участников по имени и организаторов. Чтобы обеспечить конфиденциальность. Сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы, если есть, и дальше продолжим нашу сессию. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое. Мы видим, что кто-то у нас учится, и нам это очень приятно, что мы можем внести свой вклад не только в Кыргызстане, но и в другие страны тоже. Спасибо большое за ваши отзывы. Есть ли еще вопросы? Ну, так как вопросов пока нет, я думаю, возможно, они еще и появятся до конца нашей сессии. Мы бы хотели рассказать о том, как мы дальше продвигаемся с нашим театром, что мы еще планируем делать, ну и рассказать об одной из концепций. Это концепции театра угнетенных, с которой мы сейчас работаем, которую мы хотим не просто воплотить в жизнь нашей организации, а сделать частью нашей жизни, нашей организации, всего сообщества секс-работников. И этот театр угнетенных поможет нам во всей нашей дальнейшей работе, чтобы и секс-работники, и сотрудники организации были более тесно
взаимосвязаны и помогали друг другу. Я передаю слово Аннели. Здравствуйте всем, меня зовут Анеля, местоимение Она. Я сейчас вам коротко расскажу о концепции театра угнетенных и кем он был создан. Театр угнетенных – это театральная методика, созданная бразильским режиссером и политиком Августом Буялем в 1960-х годах. Во времена диктатуры Бразилии с помощью театра форма Буяль стремился создать безопасное пространство для участия каждого в творческих процессах, обсуждений и решения экономических проблем людей, которые страдают от угнетения и несправедливости. Мы считаем, что театр угнетенных нам поможет в повседневной жизни и повседневной работе во время мобилизации сообщества. Во время мобилизации сообщества можно предложить любую сценку из жизни секс-работников, вовлекая участников для продолжения истории. И у нас будет несколько вариантов, как секс-работники справятся в предложенной ситуации, увидеть, где они смогут сами справиться или где им нужна помощь от работников. Театр угнетенных – это форма знания. Он должен и может быть способом трансформирования общества. Театр может помочь нам построить наше будущее вместо того, чтобы просто ждать этого будущего. Для чего нужен форум-театр? Форум-театр – это средство стимулирования людей к активной деятельности по защите своих прав, улучшению общества через изменение своего поведения. Задача предоставления – подтолкнуть зрителей к активному решению своих проблем, поднять дискуссию в обществе. Также в форме театра есть вторичные результаты. Это позитивные изменения в актерской группе, изменение личности актеров. Здесь форма театра пересекается с психодрамой и социодрамой, но надо помнить о том, что форма театра предназначен для более широкой задачи, направлен на общество в целом или большую целевую группу. А какие результаты помогают достигнуть форм театра? Форм театр успешно используется общественными организациями и активистами во всем мире для разрешения социальных и культурных противоречий, например, этнические конфликты, дискриминации, нарушение прав человека, ущемление интересов уязвимых групп. В Бразилии и ряде других развивающих стран форум театр способствовал инициированию социальных и экономических реформ со стороны населения. Военный режим Бразилии был свергнут благодаря усилению активности сельских жителей в защите своих интересов. Из чего состоит форум? Целевые аудитории, актеры, сценки, сценарии, модераторы. Целевые аудиториями могут быть первые показы форум театров Августа Буаля проходила в среде бразильских крестьян, нередко прямо на рыночной площади. А современные форум театры демонстрируются как на улице, так и в аудиториях, учебных заведениях и организациях. Нередко форум театра используется в рамках самых разнообразных образовательных программ. Актерами могут быть все. На первом этапе работы форум театра у Августа Буаля актерская группа состояла из обычных крестьян, которые не были профессиональными актерами. Сценка и сценарий. При разработке сценариев необходимо учитывать, что основой любого драматического действия является конфликт. В форум театре сцена заканчивается на пиках конфликта. Конфликт сознательно доводится до максимальной остроты. Решение конфликта не дается в сценарии.
найти решение и разрешить его на сцене, а затем в жизни – задача аудитории, активных зрителей форм театра. Также самое главное – модератор. Роль модератора заключается в организации процесса подготовки. Он проводит упражнения, корректирует сценки, помогая в группе достигать наибольшей выразительности и осуществляет работу с аудиторией во время показа. В этой форме театре актеров максимум должно быть 4. И длительность 30 минут. Актеров делятся так: протагонист, это угнетаемый, антагонист, опрессор и союзник протагониста и антагониста. Спасибо, Анеля. Ну, как мы уже говорили, как бы мы хотим развиваться, мы хотим ставить театр на больший уровень. Конечно, мы будем искать еще средства, особенно на то, чтобы больше продвигать театр угнетенных, так как он очень хорошо помогает нам не самим показывать и рассказывать, а вовлекать само сообщество, чтобы в той сценке, которую мы начнем, они показали ее завершение не только в одном варианте, а в нескольких вариантах, как можно улучшить ситуацию, что можно сделать для того, чтобы выйти из какой-то сложной ситуации. Мы можем увидеть несколько вариантов. Спасибо. Ольча, вы хотите что-то добавить? Да, если можно, я бы хотела подытожить. Здравствуйте, меня зовут Ольча Щетинина. Я актриса и режиссер независимого театра «Место Д». Обращаться как она. Я бы хотела в целом подытожить, что театр, он бывает разных форм, он бывает разных направлений. И очень часто мы воспринимаем театр как некий храм искусства, куда мы приходим посмотреть на то, как кто-то когда-то где-то жил, и совсем это не про нас вовсе. В данном случае в театре угнетенных, как в направлении, в форме, которую разработал Аугусто Буаль, это форма знаний, которая способствует трансформации общества. То есть это тот театр, в котором мы, как зрители, являемся участниками всех процессов, участниками той темы, о которой с нами говорят участники театра угнетенных. Это не обязательно люди, которые имеют профессиональное актерское образование. Это в первую очередь люди, которые хотят поговорить на остро-социальные темы и понять, каким образом это можно изменить. Это театр никогда вам со сцены говорят: друзья мои, жить надо вот так и вот так. Нет, это тот момент, когда вы можете сами перед открытым вопросом выбрать, услышать мнение зрителя, который вместе с вами пришел, сидит рядом с вами, услышать, как можно решить этот момент, как можно решить какой-либо из вопросов, как можно что-то поменять. Это некий обмен опыта, за которым мы приходим. И театр здесь является очень важной формой знаний, важной формой коммуникации и снятием рамок. И снятием рамок, да, вот что я хотела подытожить. И в данном случае, работая с социально уязвимыми слоями населения через эту форму, на самом деле добиваешься очень хороших, качественных результатов в плане того, что люди могут не бояться говорить. Они понимают, что рядом с ними есть поддержка. Они знают, что они вдруг в какой-то момент начинают вступать в диалог. И этот диалог выходит за форматы одного мероприятия. Он переходит в дома, он выходит на улицы. Театр угнетенных может также существовать не только в формате офиса или, не знаю, нашего комьюнити. Театр угнетенных может быть на площади. Он может приводить, я не знаю, к реформам, как то было у Буаля, когда у него был законодательный театр, и они проверяли с помощью театра законы, насколько они могут работать, насколько они человечны, насколько они понимают все аспекты, в том числе правовые, в том числе социальные. Это очень хорошая форма проверки и донесения важных и нужных моментов. Да, если я
права. Вот, ну, я думаю, все. Спасибо. Спасибо, Ольча. Спасибо большое. Ну, как бы я бы еще добавила, наверное, что театр не только как бы помог нам в нашей повседневной работе, но он также повысил уровень знаний наших сотрудников, их возможность выступать публично. Если у нас были сотрудники, которые боялись выступлений, во время занятий вот с Ольчей они расслабились, научились, как это можно делать. Это было что-то вроде тимбилдинга, когда сотрудники стали уже не боясь говорить на публике, показывать, и не стеснялись этого, не боялись сказать что-то неправильно. Кажется, еще нужно объяснить, да, в целом, как выглядит. Просто мы показали одно из направлений игрового театра вот, в ролике, а то, о чем мы говорим, наверное, может быть, не все знают, и стоит пояснить, как это выглядит вообще со стороны, хотя бы словесно, если можно. Да? Да. Выглядит это следующим образом. Это не обязательно группа актеров. Это может быть это люди, которые проходят там, от 6 дней до месячного курса, так скажем, базы театра угнетенных. Это люди, которые работают над остросоциальными вопросами, выбирая тот, который, по их мнению, является самым важным, пиковым или нужным для их, актуальным для их сообщества, разрабатывают самостоятельно сценарий. То есть никто не приходит, за них ничего не придумывает. Это люди, которые говорят о своей жизни, которые показывают свою жизнь, да, используются некие театральные техники и приемы, ну, как бы в силу сценического воплощения. Затем то есть есть группа актеров, есть модератор, и это, в общем, постановка оставляет за собой открытый вопрос обязательно. И модератор в конце выступления на самом пиковом моменте останавливает весь процесс и задает серию вопросов залу, когда подвергались ли вы какому-либо виду дискриминации, чувствовали ли вы себя незащищенными. Таким образом, мы снимаем эту границу между зрителями и актерами, и вдруг становимся неким общим форумом, который обсуждает эту тему. И в данном случае зрителю предлагается возможность выбора, в какой момент можно поменять ситуацию, в какой момент, например, я не знаю, девушка, попавшая в трудовое рабство, могла могла по-другому что-то решить, могла по-другому ответить, возможно, там, родителям сказать что-то, возможно, тем людям, которые предоставляют ей какую-то, непонятную работу, предлагают, может быть, там, или в какие моменты. И люди выходят из зала и проигрывают за, собственно, угнетаемого те моменты, которые можно было, по их мнению, исправить. И таких происходит несколько на протяжении всего времени. Зритель постоянно выходит и постоянно что-то пытается поменять в этой ситуации. Ситуация может разрешиться, ситуация может не разрешиться, но в любом случае это где-то около, наверное, часа дискуссий и попыток что-то изменить совместно. У кого-то больше, у зрителя, например, может быть больше знаний в правовом русле, и кто-то советует то, чего не знают актеры, например. И таким образом мы в конце имеем очень большой, хороший пласт совместно наработанных знаний, совместно пережитого опыта. Вот. Спасибо. Спасибо, Ольча. Ну и как бы у нас есть вопрос. Считаете ли вы, что деятельность по адаптации СВИД к театральной форме повлияла на силу организации секс-работников в Кыргызстане? Если да, то как? Мы пока еще не оценивали, как она повлияла на силу организации в регионах, но на нашу точно повлияла. И у нас уже был опыт, когда мы собирали сообщество секс-работников из регионов в Кыргызстане, где они разрабатывали свои презентации по каждому разделу и смогли самостоятельно презентовать их государственным и международным организациям. Да, это было тогда без театра.
Но сейчас все они заинтересованы тоже в том, чтобы и другие организации, не только наша, могли найти возможность и делать подобного рода вещи. Также, если говорить не о секс-работниках, я уже говорила, что к нам вот присоединилась наша коллега из Лабрис, и она говорит о том, что их организация тоже очень заинтересована в этом продукте, очень сожалеют, что не смогли все присоединиться к нашей сессии. Ну и так как у нас есть, кроме СВИТа, еще МИЗМИД, Транзит и другие руководства, они бы хотели увидеть наш опыт, посмотреть, как мы это делали, и, возможно, применить у себя в практике. Так что влияние вроде как уже идет и довольно-таки положительное. Спасибо. Есть еще вопросы? У нас есть еще время, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Похоже, у нас еще один, да, вопрос поступил. К сожалению, я не могу его скопировать. Как вы планируете использовать видео Адвокации в будущем? Ну, как я уже говорила, мы планируем... Вообще мы планировали изначально, что мы сделаем какой-то видеоролик, который будем показывать не только сообществу секс-работников, но и донорам, международным организациям, государственным организациям, с которыми мы работаем. Естественно, мы будем использовать его в адвокации для того, чтобы наши государственные организации понимали, как важно их участие в нашей жизни. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет государственного финансирования в нашей стране, наших программ. Если есть, то оно незначительное. И нам бы хотелось, чтобы вклад государства был. И не просто был вклад такой, что нате вам копеечку, а мы с вас потом потребуем за это горы свернуть. А чтобы он был действительно партнерский, и чтобы государство понимало, в каком направлении надо идти. Почему именно так? Почему именно вместе с сообществом, а не обучая, принуждая, заставляя сдавать там анализы на ВИЧ, проходить обязательное медицинское обследование и так далее. Нам бы хотелось, чтобы эти ролики помогли в будущем донести до нашего правительства, до нашего государства принципы работы с секс-работниками. Еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, как COVID-19 влияет на вашу работу? Вопрос, конечно, не относится к нашей сегодняшней теме, но я немножечко расскажу. Наверное, как и у всех. К сожалению, COVID-19 не дает возможности
по крайней мере, на начальном его этапе, когда была первая волна и был строгий карантин в нашей стране, когда был введен комендантский час, многие секс-работники не могли зарабатывать, не было возможности работать, не было возможности оплатить свое жилье и пропитание. Естественно, и у нас, у нашей организации был ограничен доступ к нашему сообществу. Так как стояли блокпосты, мы не всегда могли попасть к людям, которым требовалась наша поддержка во время вот строгого карантина. Единственный, наверное, был положительный момент за всю историю ковида, это то, что милиция меньше трогала секс-работников, не обижали, не наказывали и не вымогали деньги. Как бы это коротко. Да, мы столкнулись с проблемами, и до сих пор мы с ними сталкиваемся. А есть ли еще вопросы? Уважаемые участники, у нас еще есть достаточно времени, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы. Как вы адаптируете свою работу по адвокации SWIFT в ответ на COVID-19? Поскольку мы ожидаем, что это будет продолжаться в течение нескольких следующих 12 месяцев и более, особенно понимая, что вакцины не будет, не так доступны вакцины для сообществ, которые в них больше всего нуждаются. Как вы будете адаптировать свою работу в связи с этим? Спасибо, Ольча, что увидели вопрос. Ну, если у нас сейчас как бы будет опять же строгий карантин в связи со второй волной, к сожалению, у нас есть только возможность проводить какие-то онлайн-встречи, онлайн-консультации, все через онлайн. Очень сложно будет делать адвокацию онлайн, так как наши чиновники очень часто даже на встречи очень сложно приходят наочные, тем более будет сложно это сделать онлайн в связи еще с тем, что в основном наши чиновники уже все пожилого возраста. К сожалению, не умеют пользоваться интернетом. Не все, по крайней мере, могут это делать. Мы сейчас думаем о разных формах. Например, к 16-дневной кампании мы планируем сделать объезд всех заинтересованных лиц в государственных учреждениях, таких как Министерство труда и социальной защиты, которое отвечает за национальный план действий, со своей программой, в которой мы будем обсуждать как раз-таки самые наболевшие наши вопросы, и для того, чтобы они попали в национальный план действий. Но в связи с ситуацией, которая сейчас есть в Кыргызстане, и вы, наверное, слышали из новостей, у нас нестабильная ситуация, у нас снимают одно правительство, ставят другое. Сейчас наша страна без президента, без правительства, без парламента практически. Мы не знаем, как будут развиваться события и что будет в ближайшее время, как мы будем делать наши мероприятия. Вторая волна у нас тоже не за горами. Она вот буквально надвигается на нас, случаи ковид растут. Мы переживаем еще за то, что всех отправят опять на удаленную работу. Дети наши уже давно удаленно учатся и не перестают удаленно учиться. Ну, мы будем, естественно, искать новые способы, новые методы. Так, у нас есть еще один вопрос. Надеюсь, я ответила на предыдущий вопрос. Если нет, то напишите. У нас есть еще один вопрос. Какие ваши основные рекомендации
если другие организации, в том числе других сообществ, захотят сделать подобные постановки. Что нужно и что не нужно делать. Ну, для начала, конечно, это нужно делать. Это просто не необходимость, это даже не знаю, как передать словами. Это такая шикарная вещь, которая, я думаю, поможет всем организациям. К сожалению, нужно на это искать деньги. Если донорское сообщество будет к нам лояльно и поможет нам в этом, мы будем благодарны. Нужно писать заявки, искать на это финансирование и начинать как бы обучение актерскому мастерству и ставить подобные спектакли, демонстрировать их везде и всюду, где только это возможно. Чего не нужно делать? Не нужно бояться. Нужно просто сделать первый шаг. Мы тоже, когда начинали, мы сильно боялись. Мы боялись, что наши сотрудники могут не принять этого, так как это было для всех новое. И вначале так оно и было, им было довольно-таки тяжело, они не понимали, для чего это нужно. Уже Артур об этом вам рассказывал. Для чего эти гэги-гуги, которые они произносят, для чего эти мимики и жесты. Ну, после, по-моему, второго занятия уже все втянулись настолько сильно, что они не хотели даже работать в офисе, а хотели больше театра. Ну и единственное, да, вот как бы мне сейчас подсказывают, было бы хорошо, чтобы для всех публичных видео были открытые лица. К сожалению, не все у нас могут это себе позволить, так как есть безопасность наших людей, о которой мы заботимся, и не всегда мы можем показывать открытые лица. Я могу добавить, если можно. Да, конечно. Что нужно? Это деньги, Б, это специалисты, и В, наверное, это люди, которые хотят. И то есть, время. если вы понимаете. Да, и время, безусловно, время, потому что это очень затратно по времени. Вы должны понимать, что где-то маленькая постановка, вот подобно той, что на видео, от нуля до какого-то результата у вас займет в течение месяца минимум. Это раз. И специалист должен, человек, который работает с вашими сотрудниками, должен иметь, во-первых, опыт в разных, скажем так, быть широкоформатным деятелем театра. Он должен понимать, он должен быть педагогом, и обязательно он должен быть человеком, который понимает, с кем он работает, где он работает, и в том числе быть солидарным со всеми процессами, о которых, собственно, говорится. Ну и, в общем-то, вот я добавила про время. Это на самом деле оказалось очень сложно выделить достаточное количество времени, чтобы отпустить всех сотрудников заниматься Сольчей. Мы пытались как бы найти час-два в день, а потом уже решили, что так не пойдет, что нужен вот полноценный день, когда люди будут заниматься от начала до конца, и тогда будет этот процесс более, более продуктивным. Начиная как бы постановки такого театра, мы должны понимать, что нам нужно достаточно времени, чтобы уделять театру именно. И чтобы потом был выхлоп какой-то. И чего не нужно делать, это ожидать в скором времени результатов. Да, за 5 минут, за 5 дней ничего невозможно сделать. Спасибо очень. Спасибо. Есть ли еще вопросы от наших участников? Уважаемые участники, мы ждем ваших вопросов и готовы на них ответить. Я могу пока заполнить паузу как раз тем, каким может быть театр.
В данном случае это могут быть акции. Если вот Шахназ упомянула о том, что не всегда является возможным показывать лица людей, участников процесса, не всегда является сделать публичным мероприятие, но если есть такая возможность, то там как бы ваша фантазия совершенно может быть неограничена. Это могут быть перформансы, это могут быть хэппининги, это может быть акция, это может быть видеоролик. То есть вообще никак не ограничиваясь, вы можете использовать ресурс театра, собственно, для того, чтобы привлечь больше внимания к тем или иным важным для вас вопросам, к диалогу, к построению диалога и к тому, чтобы видимость была достаточно высокой и вообще, в принципе, узнаваемой. И чтобы, я считаю, тоже для работы с дискриминацией это тоже очень прекрасный, замечательный ресурс. Спасибо. Уважаемые участники, у нас есть еще достаточно времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Ну, раз ни у кого больше нет вопросов, еще раз большое всем спасибо за то, что вы приняли участие, за ваши вопросы. Некоторые из ваших вопросов нас подтолкнули к тому, что нам нужно еще что-то сделать, и мы это видим теперь. Спасибо вам за поддержку и помощь нам в нашем планировании будущем. Ну и, наверное, на этом мы закончим нашу сессию на конференции AIDS 2020. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо и до встреч. Спасибо, до свидания.